Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вам связать вместе со мной вот такую красивую салфетку-звезду. У салфетки красивая форма, оригинальная форма звезды, а также простой, но эффектный рисунок. Здесь прорисовывается и рельефный узор лепестков, и ажурный рисунок. Смотрится очень красиво. А также форма и узор салфетки подчеркивается красивой яркой обвязкой. Можно использовать любые цвета, любой, допустим, мерсеризованный хлопок, но мне в последнее время нравится вязать салфетки из пряжи Янард Макраме. Это полиэфирный шнур толщиной 2 мм. Он тонкий, гладкий и блестящий. Моточек 100 грамм, в нем 130 метров. Это цвет молочный 137, и для обвязки я подобрала вот такой яркий золотистый цвет. Можно использовать, как я сказала, любые цветовые сочетания для вязания салфетки. На одну салфетку вам потребуется один моток основного цвета и совсем немножко второго цвета для обвязки. Также я использую крючок номер 4 по рекомендации к этой пряже. Здесь не фокусируется. Так, и размер салфетки вот из данных материалов получается в диаметре салфетка примерно 35 сантиметров. Можно связать комплект таких вот сервировочных салфеток и украшать ими стол. Итак, в начале вязания использую пряжу золотистого цвета и делаю начальное кольцо. Просто вот такая воздушная петелька. В это кольцо ввожу крючок и захватываю рабочую нить. Вытягиваю начальную петельку на крючок и вначале провязываю 2 воздушные петли. Далее делаю накид, ввожу крючок в центр кольца и провязываю столбик с одним накидом. Далее выполняю 2 воздушные петли. И провязываю опять из кольца накид, делаю еще раз накид, ввожу крючок в кольцо, провязываю второй накид и далее провязываю общую вершину. То есть как будто 2 столбика с накидом с одной вершиной. После 2 воздушные петли. Вот у нас получилось 2 таких лучика. Всего необходимо провязать 8 лучиков. Итого еще 6 раз повторяю. Провязываю накид, делаю накид, провязываю с кольца второй накид, затем общую вершину и 2 воздушные петли. Итого повторяю этот раппорт еще вот 3 раза провязала, еще 5 раз. Заканчиваю вязать первый ряд, и в конце ряда необходимо затянуть начальное кольцо, далее закрепить этот отрезок нити на изнанке, и в конце ряда после 2 воздушных петель делаем соединительный столбик от вершину первого столбика. Вводим крючок за 2 полупетельки и провязываем соединительный столбик. Далее здесь мы обрезаем нить золотистого цвета, вытягиваем петлю. Здесь можно сквозь полупетельки протянуть отрезок нити сначала на лицевую сторону, затем вкалываем крючок в последнюю петлю в центр и за ниточку ниже и протягиваем наизнанку, и далее здесь на изнанке закрепить тоже отрезок нити. Центр салфетки связан, и далее присоединяю нить молочного цвета. Делаю на крючке начальную петлю и здесь за любую арочку присоединяю нить. Ввожу крючок за арочку и провязываю в начале соединительный столбик. Далее хвостик будем прятать на изнанке. Выполняю 2 воздушные петли в начале второго ряда, делаю на крючок накид, из арочки провязываю столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли и из этой же арочки
Вначале делаем на крючок накид, провязываем только накид. Еще раз делаем накид, провязываем из той же арочки второй накид. Далее вершину двух столбиков, то есть 2 столбика с одним накидом с одной вершиной. После делаем одну воздушную петлю и переходим на вязание на следующей арочке. Делаем накид, провязываем один накид, еще раз делаем накид из той же арочки второй накид и провязываем вершину двух столбиков. Здесь вяжем 2 воздушные петли и вновь 2 столбика с накидом с одной вершиной. Провязав 2 группы столбиков через 2 воздушные петли, делаем одну воздушную петлю и повторяем те же самые действия. Всего вот на 8 арочках необходимо выполнить 8 повторений раппорта по кругу. То есть 2 столбика с одной вершины, 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли и из той же арочки вновь 2 столбика с накидом с одной вершиной. Далее 1 воздушная петля и вновь повтор раппорта. Заканчиваю вязать второй и начинаю третий ряд. Завершаю ряд соединительным столбиком вершину первого столбика и делаю еще один соединительный столбик из арочки. Далее набираю 3 воздушные петли. Из этой же арочки провязываю столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. И из этой же арочки вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Далее выполняем столбик без накида между следующими группами столбиков, где была 1 воздушная петля. И переходим на вязание на следующей арочке из 2 воздушных петель. Провязываем 2 столбика с одним накидом из арочки. Далее 3 воздушные петли. И из этой же арочки еще 2 столбика с одним накидом. Итак, повторяем раппорт. Столбик без накида. Из следующей арочки 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом из той же арочки. Всего 8 повторений в этом ряду. Заканчиваю вязать третий, начинаю четвертый ряд. В конце ряда после столбика без накида выполняем соединительный столбик в третью петлю подъема. И далее начинаю вязать новый ряд. Для вязания нового ряда необходимо выполнить 2 воздушные петли. Далее выполняем столбик с накидом из следующей петли, из вершины столбика. 1 воздушная петля. Из арочки выполняем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Новую арочку делаем. И столбик с накидом из арочки предыдущего ряда. Далее 1 воздушная петля, столбик с накидом в вершину столбика с накидом. Далее в самой нижней точке выполняем вот из следующей петли, провязываем только накид. Пропускаем вершину столбика без накида, из следующей вершины столбика с накидом провязываем накид и затем общую вершину 2 столбиков с накидом. Далее начинаем повторять, как с начала ряда. Из вершины столбика провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля из арочки, столбик с накидом, 3 воздушные петли, вновь из арочки столбик с накидом, 1 воздушная петля, здесь столбик с накидом на вершине столбика и далее вяжем 2 столбика с одной вершины, пропускаем вершину столбика без накида. Из первой петли накид,
Пропускаем вершину столбика без накида, из следующей вершины провязываем накид и общую вершину. Итак, вяжем раппорт всего 8 раз. Заканчиваю вязать 4-й ряд, и в конце ряда мне необходимо сделать последнее убавление. 2 столбика с одной вершины. Здесь из последней петли провязываю накид, пропускаем вершину столбика без накида, сразу во вторую петлю подъема вводим крючок и провязываем соединительный столбик, как будто 2 столбика с одной вершины. Для вязания следующего ряда провязываем еще соединительный столбик из вершины следующего столбика, набираем 2 воздушные петли подъема. Набрав 2 воздушные петли, для начала вязания ряда как ножка первого столбика, далее еще набираем 1 воздушную петлю для узора по ряду. Делаем накид и следующий столбик с накидом вяжем из вершины предыдущего ряда столбика с накидом. 1 воздушная петля после столбика. Далее из арочки вяжем столбик с одним накидом. Здесь мы набираем арочку 5 воздушных петель. И вновь столбик с накидом из арочки. 1 воздушная петля. И здесь в обратном порядке столбик с накидом из вершины столбика. 1 воздушная петля. И здесь мы провязываем, получается, на первом столбике, пропускаем вершину столбика, связанного с 2 основаниями, и вершину следующего столбика необходимо провязать столбик с 2 основаниями и 1 вершиной. Провязываем из первой петли только накид и из следующей петли только накид и общую вершину. И далее повторяем как с начала ряда. 1 воздушная петля. Здесь пропускаем арочку из вершины следующего столбика, столбик с накидом. 1 воздушная петля, столбик с накидом из верхней арочки. Тут вяжем арочку 5 воздушных петель. Из арочки столбик с накидом, 1 воздушная петля. Далее столбик с накидом из вершины столбика, 1 воздушная петля и 2 столбика с одной вершиной. Всего раппорт повторяем 8 раз. Заканчиваю вязание 5 и начинаю 6 ряд. В конце ряда делаю накид, провязываю из последней петли только накид. Далее ввожу крючок во вторую петлю подъема и провязываю соединительный столбик. Для вязания 6 ряда вначале провязываю соединительный столбик из следующей петельки по ряду, набираю 2 воздушные петли. Далее провязываю столбики с одним накидом. Из вершины столбика предыдущего 1 столбик, из арочки 1 воздушной петли 1 столбик. Далее из вершины следующего столбика 1 столбик с накидом. Далее из арочки 5 воздушных петель необходимо провязать 5 столбиков с одним накидом. 3, 4 и 5 столбик с одним накидом. Далее из вершины столбика столбик с накидом, из арочки 1 воздушной петли столбик с накидом, из вершины следующего столбика столбик с накидом. Далее смотрите, теперь необходимо провязать 2 столбика с одной вершиной. Вводим крючок за арочку, провязываем только накид, пропускаем вершину от 2 столбиков, связанных вместе. Из следующей арочки провязываем накид и провязываем вершину 2 столбиков. Далее начинаем повторять раппорт вязания как с начала ряда после 2 воздушных петель и провязываем всего 8 вот таких лучей лепестков. Заканчиваю вязать 6 и начинаю 7 ряд. В конце ряда делаю накид, из арочки провязываю только накид,
Затем ввожу крючок во вторую петлю подъема и провязываю соединительный столбик. Далее провязываю соединительный столбик из вершины следующего столбика по ряду и ввожу крючок за ножку столбика, провязываю рельефный столбик без накида и плюс 1 воздушная петля, это вместо первого рельефного столбика. Далее на следующей вершине столбика провязываем обычный столбик с одним накидом. Далее на следующем столбике за ножку столбика вводим крючок, провязываем рельефный столбик с одним накидом. Повторяем еще раз на вершине следующего столбика обычный столбик с одним накидом. И здесь пропускаем ножку, на следующей ножке столбика провязываем рельефный столбик с одним накидом. Далее здесь получается на самом центральном столбике, на самом верхнем столбике, которые были провязаны по арочке, это третий столбик, провязываем столбик с одним накидом, набираем новую арочку 5 воздушных петель и из этого же столбика, из вершины столбика провязываем столбик с одним накидом. Далее повторяем, как в обратном порядке, как вязали по первой стороне. Провязываем, здесь центральный столбик пропустили, на ножке следующего столбика рельефный столбик с одним накидом, после обычный столбик с одним накидом, рельефный столбик с одним накидом на следующей ножке столбика, обычный столбик с одним накидом. И далее в самой нижней точке, здесь на двух столбиках, вот перед столбиком, который был связан с одной вершиной и двумя основаниями, необходимо здесь провязать 2 рельефных столбика с одной вершиной. Делаем на крючок накид, вводим крючок за ножку вот первого столбика, провязываем только накид, делаем новый накид, пропускаем вот 2 столбика с одной вершиной, за ножку следующего столбика вводим крючок и провязываем накид, и затем общую вершину. И у нас 2 рельефных столбика связаны с одной вершиной. Далее начинаем вязать как с начала ряда, после вот первого, как начального рельефного столбика. Повторяем те же самые действия. Первый раппорт мы провязали, еще 7 повторений. Заканчиваю вязать 7 ряд и в конце ряда, где нужно провязать 2 столбика рельефных с одной вершины, ввожу крючок вот за ножку последнего столбика, провязываю накид и далее ввожу крючок. Здесь мы делали начальный столбик без накида и 1 воздушная петля подъема. Именно за эту воздушную петельку вводим крючок и провязываем соединительный столбик. И получается у нас 2 рельефных столбика с одной вершины. Далее провязываем соединительный столбик еще из следующей вершины по ряду. Для начала вязания нового ряда 2 воздушные петли. Начинаем вязать 8 ряд. И здесь мы над рельефными столбиками вяжем новые рельефные столбики. Заводим ножку, за ножку столбика крючок и провязываем столбик с одним накидом. Далее над обычными столбиками провязываем столбик с одним накидом. Итак, повторяем еще раз рельефный столбик и обычный столбик с одним накидом. Далее из большой арочки 5 воздушных петель вначале делаем 1 воздушную петлю и провязываем столбик с накидом из арочки. Далее вновь 1 воздушная петля, 2 столбик с накидом из арочки, 1 воздушная петля, 3 столбик с накидом из арочки. Далее набираем 3 воздушные петли, как центральную верхнюю арочку, вершину лепестка. И теперь уже по второй стороне арочки провязываем 3 столбика с одним накидом через 1 воздушную петлю. То есть получается мы на арочке провяжем 6 столбиков с одним накидом. После 6 столбика 1 воздушная петля
И далее вяжем здесь по стороне над обычным столбиком столбик с накидом из вершины. Над рельефным столбиком провязываем рельефный столбик с одним накидом на ножки столбика предыдущего ряда. И повторяем обычный столбик и рельефный столбик. И завершаем раппорт. Первый раппорт вязания. Здесь 2 обычных столбика с одной вершины. Провязываем из вершины столбика накид. Здесь мы вершину 2 рельефных столбиков пропускаем, из следующей петли провязываем накид и вершину 2 столбиков. Первый раппорт провязали, далее начинаем повторять с начала ряда, как после 2 воздушных петель подъема. В конце 8 ряда делаем завершение вязания как столбик с одной вершиной и 2 основаниями. Провязываем из последней петли накид, вводим крючок здесь во 2 петлю подъема и провязываем соединительный столбик. Далее начинаем вязать, провязываем из вершины рельефного столбика соединительный столбик. Далее заводим крючок за ножку рельефного столбика, провязываем рельефный столбик без накида и плюс 1 воздушная петля. И начинаем вязать первый раппорт узора. Далее из вершины обычного столбика провязываем столбик с накидом. Далее идет рельефный столбик, заводим крючок за ножку столбика, провязываем рельефный столбик с накидом. Далее вновь обычный столбик с накидом. И здесь идет у нас арочка, столбик с накидом, арочка, столбик с накидом, арочка, столбик с накидом. И на арочке мы провязываем столбик с накидом. И на вершине столбика тоже столбик с накидом. То есть вяжем 6 столбиков с одним накидом до верхней арочки из 3 воздушных петель. Довязали до верхней арочки. Теперь на арочке из 3 петель провязываем 3 столбика с одним накидом. Переходим на вязание по второй стороне лепестка. И здесь тоже идет столбик с накидом, арочка, 1 воздушная петля. И повторяем столбик с накидом на вершине столбика и столбик с накидом из арочки. Провязываем так 6 столбиков. Так, 5, 6 столбик из последней арочки. Далее столбик с накидом на вершине столбика с накидом. Далее идет рельефный столбик, провязываем рельефный столбик на ножке столбика. Далее провязываем обычный столбик. И в самой нижней точке провязываем 2 рельефных столбика с одной вершины. За ножку первого столбика заводим крючок, провязываем накид. Далее за ножку второго рельефного столбика заводим крючок, провязываем накид и общую вершину. Первый раппорт узора завершен. Далее повторяем как с начала ряда после начального вот рельефного столбика без накида и 1 воздушной петли, начиная со столбика с накида. Повторяем второй раппорт, 3, 4 и так до 8 повторений. Заканчиваю вязать 9 ряд. В конце ряда, как и в предыдущих рядах, здесь необходимо провязать 2 рельефных столбика с одной вершиной. За ножку первого столбика провязываю только накид. И здесь мы сделали уже начальный столбик. И за воздушную петельку вкалываем крючок и провязываем соединительный столбик. Далее для вязания нового ряда делаем соединительный столбик из следующей вершины столбика и набираем 2 воздушные петли подъема здесь над вершиной обычного столбика. Далее идет рельефный столбик. На рельефном столбике вяжем новый рельефный столбик с накидом.
И далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с одним накидом. Получается до самого верхнего столбика. Здесь мы на арочке провязывали 3 столбика, и как раз на втором столбике, как на самой верхней точке. И вяжем из каждой вершины один столбик с одним накидом. Провязали столбики до самой верхней точки. Здесь делаем арочку, 2 воздушные петли, и из этой же вершины той же вершины столбика провязываем еще один столбик с одним накидом. Далее вяжем в обратном направлении. Здесь тоже должно быть до рельефного столбика, как и по первой половине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 это самый верхний столбик. Итак, вяжем столбики до рельефного столбика. Провязала столбики до рельефного столбика. Здесь рельефный столбик с накидом над рельефным столбиком за ножку столбика. И в самой нижней точке здесь провязываем 2 столбика с накидом, обычных с одной вершины. Провязываем накид из одной и второй петли и затем общую вершину. Далее начинаем повтор. Мы первый раппорт узора провязали. И далее на каждом лепестке вяжем повтор как с начала ряда, как связание рельефного столбика. Вот рельефный столбик. И далее пошли столбики обычные с накидом до самой верхней точки. Итак, всего провязываем узор над 8 лепестками. Заканчиваю вязать 10 ряд и начинаю 11. И здесь в конце 10 ряда после рельефного столбика вот в последнюю петлю провязываем накид. Далее вводим крючок во вторую петлю подъема и провязываем соединительный столбик. Начинаем новый ряд. Необходимо провязать соединительный столбик вот из вершины рельефного столбика. Заводим крючок за ножку рельефного столбика, провязываем столбик без накида и 1 воздушная петля. Это как начальный рельефный столбик. Далее начинаем вязать первый раппорт узора. И здесь смотрите, в предыдущем ряду идет 9 столбиков с одним накидом до верхней арочки. И над каждым столбиком вяжем на вершине столбик с одним накидом и 1 воздушная петля. То есть повторяем так 9 раз. Столбик с накидом, 1 воздушная петля. И провязываем так до арочки. Провязав 9 столбик, 1 воздушную петлю делаем. Далее из арочки 2 воздушные петли предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля. Далее из этой же арочки еще 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля. И далее вяжем вот из вершины каждого столбика предыдущего ряда тоже столбик с накидом, 1 воздушная петля. И здесь мы вяжем тоже 9, после арочки 9 столбиков через 1 воздушную петлю. Закончив вязать 9 столбик, здесь 1 воздушную петлю не делаю. И в самой нижней точке провязываем 2 рельефных столбика с одной вершины. Заводим крючок за ножку вот первого рельефного столбика. Делаем накид, заводим крючок за ножку второго рельефного столбика, провязываем накид и затем общую вершину. Первый раппорт узора завершен, первый лепесток обвязан. Далее начинаем повторять, как с начала ряда, начиная со столбика с одним накидом и 1 воздушная петля. И так вяжем столбики до верхней арочки, затем вниз, и в самой нижней точке 2 рельефных столбика с одной вершины. Всего 8 повторений.
Заканчиваю вязать 11 ряд и по сути уже заканчиваю вязать основной узор салфетки. Далее 12 ряд будет только обвязка. И в завершении 11 ряда тоже мне необходимо совместить вот 2 рельефные линии, провязать 2 столбика рельефных с одной вершины. Провязываю на первом столбике на ножке накид. Далее здесь начальный столбик ввожу крючок за вторую, то есть вот это столбик без накида и воздушная петелька далее идет. Ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Теперь можно уже обрезать нить, так как обвязку будем делать другим цветом. Если вы обвязку делаете тем же самым цветом, то продолжайте вязание. Здесь я вытягиваю отрезок нити и еще сквозь первую полупетельку протягиваю отрезок нити, чтобы верхний край был петелек был ровный. Протягиваю сквозь первые 2 полупетельки. Теперь, протянув нить на лицевую сторону, здесь вкалываем крючок вот в центр последней петельки и ниточку ниже, так, за полупетельку, и протягиваем отрезок нити на изнанку. И вот здесь по верхней стороне ровный ряд петелек. Здесь мы эту ниточку закрепим чуть ниже. Делаю узелок. Далее подклеиваю узелок и коротко обрезаю вот этот кончик нити. И начинаю делать обвязку. Обвязку выполняю золотистым шнуром. Можно присоединить нить в любом месте, но здесь я в самой нижней точке присоединяю нить. Соединительный столбик, 1 воздушная петля. И далее из той же точки провязываю столбик без накида. Далее мы по ряду из каждой петли провязываем столбик без накида. На арочке 1 воздушная петля, провязываем столбик без накида. На столбике тоже столбик без накида. Итак, вяжем столбики до самой верхней точки лепестка. Вот вы видите, здесь идет самая верхняя, это арочка из 1 воздушной петли. Итак, я довязала столбики без накида до верхней точки. Здесь из последней арочки было провязано 2 столбика, между ними 1 воздушная петля. Именно на этой арочке провязываю столбик без накида и делаю пико. Набираю 2 воздушные петли, далее вкалываю крючок вот за 2 полупетельки последнего столбика и провязываю соединительный столбик. И далее продолжаю вязать столбики без накида из вершины столбика и между столбиками на арочке 1 воздушная петля. Итак, довязываю столбики до самой нижней точки. И здесь на последних петлях будем провязывать 2 столбика без накида с одной вершины. Я почти закончила обвязку первого лепестка. И здесь, смотрите, на вершине последнего столбика перед столбиками с одной вершины провязываю петлю. Далее пропускаю вот вершину 2 столбиков и из следующего столбика тоже вытягиваю петлю. И далее провязываю эти 2 петли с крючка. То есть получается 2 столбика без накида с одной вершины. И дальше продолжаем из арочки, из столбика. Столбик без накида из арочки, из столбика. И вяжем до верхней точки лепестка, где делаем пико, затем в самой нижней точке убавление. Итак, выполняем обвязку по кругу. Итак, дорогие рукодельницы, я закончила вязать вторую салфетку. Форму салфетки я придавала с помощью утюга на функции отпаривания. Проглаживала салфетку с изнаночной стороны через марлю. Можно намочить салфетку, растянуть и закрепить ее на ровной поверхности, чтобы она высохла и приняла красивую ровную форму. И вот получается такой красивый узор с рельефными и вот такими ажурными выступающими лепестками.
форма красивого цветка или форма звезды. Дорогие друзья, я надеюсь, вы не забудете поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых салфеток.